Здравствуйте, меня зовут Данилейченко Иван Павлович. Я тренер-преподаватель по дзюдо и самбо в МУДО ДЮСШ города Зеленокумска. Свою преподавательскую деятельность я начал сравнительно поздно, в возрасте старше 30 лет. В сентябре 2012 года я собрал первую группу воспитанников в селе Нины. Несмотря на множество сложностей, возникающих с первых дней моей работы, я очень быстро убедился, что нашел свое призвание. Работа тренером-преподавателем – это именно та сфера, где я могу приносить максимум пользы, получая при этом максимум удовольствия. Первой серьезной проблемой, с которой я столкнулся в своей работе, было отсутствие должного покрытия для тренировок дзюдо. Мы занимались на обычном деревянном полу спортивного зала, а приемы и падения отрабатывали на гимнастических поролоновых матах. Требовался полноценный татами для дзюдо. Тогда его стоимость составляла около 100 тысяч рублей. На тот момент большие деньги. Для решения этой проблемы с середины декабря я провел небольшие внутренние соревнования, на которые пригласил родителей, детей, главу сельского совета, председателя колхоза, руководителя казачества, директоров школы и ДЮСШ, предпринимателей и фермеров села. В начале турнира я представил гостям детей, рассказал о пока еще небольших, но имеющихся у них успехах, объяснил причины и цели проведения мероприятия. А в ходе непосредственно соревнований гости воочию убедились в необходимости специального покрытия для наших занятий. В течение месяца после этого турнира была собрана нужная сумма, и уже в начале февраля мы тренировались на новеньком татами. Теперь у меня появилась возможность проводить соревнования, набарывание, принять большее количество детей. Результаты не заставили себя долго ждать. Уже в тот первый год мои воспитанники становились призерами первенства Ставропольского края и СКФО. Со временем достижения моих ребят и девчат становились серьезней и стабильней. Взлет нашей команды нельзя было не заметить и не оценить. В 2017 году в селе Нины для занятий дзюдо был построен отдельный просторный спортивный зал. Нашему счастью не было предела. Отпала необходимость раскладывать и складывать татами в начале и конце тренировки. Появилась возможность проводить тренировки утром и в обед. В спортзале школы это было невозможно, шли уроки. С сентября 2016 года я реализую разработанную мной программу спортивной подготовки по дзюдо. В октябре 2017 года программа была доработана и приведена в соответствие с новым федеральным стандартом спортивной подготовки по дзюдо. Подготовка учащихся по моей программе действительно дает возможность привить детям стойкий интерес к занятиям дзюдо и способствует тому, чтобы и в дальнейшем воспитанники продолжали тренировочный процесс на всех этапах жизнедеятельности. Эффективность программы ярко отражается в повышении стабильности результатов спортсменов. Начиная с 2018 года мои воспитанники 34 раза становились победителями и призерами первенств и чемпионатов Ставропольского края. 33 раза становились победителями и призерами краевых и республиканских турниров за пределами нашего края. 21 раз поднимались на пьедестал почета первенств Северокавказского федерального округа. Трижды были призерами всероссийских турниров. Дважды входили в десятку лучших спортсменов на первенствах России. Вести успешную педагогическую деятельность невозможно без постоянного саморазвития. Моими настольными книгами являются «Физическая подготовка квалифицированных дзюдоистов к главному соревнованию года», автор Пашинцев, «Спортивная борьба. Теория, методика, организация тренировки», автор Туманян, «Дзюдо для российских детей 4, 6, 7 лет», авторы Михайлова и Левицкий. Кстати, последнее подарено мне лично одним из авторов, Левицким. Я систематически прохожу курсы повышения квалификации. Регулярно участвую в судейских и тренерских семинарах различного уровня, от районных до всероссийских. Считаю важным задавать интересующие меня вопросы на всевозможных совещаниях. Не боюсь вступать в профессиональную полемику с коллегами. Принимаю участие в судействе первенств России, СКФО и Ставропольского края. Обладаю первой судейской категорией. Вот уже 4 года у меня высшая квалификационная категория тренера-преподавателя. Имею высшее образование, мечтаю стать заслуженным тренером России. Непосредственно в тренировочном процессе я руководствуюсь главным принципом спортивной тренировки – от простого к сложному, а также дидактическими принципами наглядности, систематичности и последовательности, доступности, индивидуализации. Главная причина успешности моих воспитанников, на мой взгляд, заключается в моем отношении к личности каждого из них. Я безгранично верю, что каждый ребенок, пересекший порог моего зала, независимо от возраста, скорости реакции, силы воли и других показателей, способен достичь высоких результатов не только в спорте, но и в жизни в целом.
Моя задача только направить. Здесь я целиком и полностью согласен с Сократом. В каждом человеке есть солнце. Только дайте ему светить.